Однажды в Италии пропала женщина. Молодая, красивая, исчезла белым днем в людном месте. Гуляла с мужем и полуторагодовалой дочкой на детской площадке. Отошла на минутку в бар, чтобы принести оставшемуся с девочкой мужчине чашку кофе. И исчезла. В баре ее не видели, по дороге к бару тоже. Словно растворилась. Так начинается история Мелании Реа. Хотя, пожалуй, нет, так эта история заканчивается. А начинается она за 10 лет до этого, когда совсем юная девушка Кармела Реа встречает молодого красавца Сальваторе Парализи и влюбляется в него с первого взгляда. Однажды в Италии. Кармела Реа родилась в 1982 году в окрестностях Неаполя в живописной местности у подножия Везувия. Мать-домохозяйка, отец военный летчик, Кармела – классическая хорошая девочка. По воскресеньям ходит в церковь, а свое будущее видит исключительно в семье. Когда у едва 18-летней дочки случился ранний бурный роман, против ее родителей не были. Избранник тоже профессиональный военный, свояк свояка видит издалека. А что так рано, это ничего. О срочном замужестве ведь речь не идет. Можно пока просто погулять, присмотреться друг к другу. Благо, посмотреть есть на что. Сальваторе, как в песне, красивый, здоровенный. Про Кармелу говорят, что на нее даже камни оглядываются. Высокая, статная средиземноморская красавица, жгучая брюнетка с аппетитными формами и огнем страсти в черных глазах. Не знаю, как камни, а мужчины оглядывались точно. Ну а сама Кармелла никого, кроме своего ненаглядного Сальваторе, не видит. Правда, его она тоже видит не очень отчетливо, как сквозь туман. Не видит, что кроме физической формы и камуфляжа от военного у него мало что есть. И ладно бы, что он не бог весть какого ума, экзамены на военную службу сдал только со 2-го раза. Не всем же быть нобелевскими лауреатами. Странно видеть в военном, но можно как-то примириться с раздолбайством и ленью. Но Кармела не замечает и того, что ее избранник, несмотря на все свое хвастовство, совершенно не способен принимать на себя ответственность. И в упор не видит, что он, как в народе говорят, бабник, на котором пробу негде ставить, и постоянно ей изменяет. Может, Кармела ослеплена военной формой и накачанным торсом, а может, дело в том, что старший капрал, или, если взять российский аналог, старший сержант Парализи, служит в другом регионе, так что влюбленные встречаются ненадолго и от силы пару раз в месяц. Говорят, любовь на расстоянии не бывает прочной. Ну, не знаю, как любовь, а отношения эти проверку дистанции и временем прошли. Через 6 лет помолвки Кармела и Сальваторе поженились, она оставила родительский дом и переехала к любимому мужу. В Италии женщина не может при вступлении в брак взять фамилию супруга, она остается под своей, как правило, отцовской. С Кармелой случилось другое, она поменяла имя. Неофициально, но для всех и даже для самой себя она теперь Мелания. Просто потому, что Сальваторе так нравится. Сам он, правда, предпочитает сокращенный вариант Мела. По-итальянски яблоко, значит. А вот имя, данное жене при рождении, Сальваторе не нравится, хотя тоже вполне себе яблочное. Ну да, как сказал великий Пушкин, что в имени тебе моем. Главное, чтобы сама его носительница нравилась. А от самой Мелании Сальваторе в восторге, по крайней мере, от внешности. Как он сам говорит, когда он шел рядом с ней, на нее все оглядывались, он чувствовал себя богом. Да, именно богом. Не влюбленным, не счастливчиком, а просто богом. Не она богиня, а он бог. Богине он давал на жизнь по 500 евро в месяц. Как много позже он, явно гордясь собой, сказал в интервью про эти деньги, это ли не любовь? Может, конечно, и любовь, но тогда себя Сальваторе любит больше. Себе он оставляет минимум по 800 евро, хотя сам живет на гособеспечении, а с Меланией дома маленький ребенок. Ну да зачем ей деньги? Это ведь он бог, а не она богиня. Кроме яблока, у него было для Мелании еще одно прозвище – Маммона, маменькина дочка. Сальваторе считал, что Мелания слишком привязана к матери. Говорил, что когда возвращался с работы домой, нередко обнаруживал его место в постели рядом с женой, занятым тещей. Специалисты, составляя психологический портрет пары, отметили, что Мелания, безусловно, влюблена.
Но даже не замечая этого, слишком давит на мужа, контролирует, ругает. Брат Мелании утверждает, что это неправда. Ну да кто же его теперь разберет? При таком муженьке вообще-то неудивительно. И потом есть факт. У Мелании было 2 телефона, один предназначался исключительно для разговоров с родителями. Особенно с мамой, которой она докладывала все подробности своей жизни, вплоть до того, кто, что, когда поел и с каким результатом. Но правда, что отношения в паре были вовсе не безоблачными или нет, зачать ребенка им, тем не менее, удалось. А на время беременности Мелания и впрямь перебралась к родителям. На родах счастливый отец не присутствовал, может, конечно, был занят по работе, но вообще-то дела у старшего капрала в это время не такие уж неотложные. Он инструктор в женском подразделении и служебным положением пользуется направо и налево. Ну, налево, конечно, больше. Да и не он один. Чего только не творится в казармах в служебное время. Тут тебе и секс по принципу «все со всеми», и наркотики, и БДСМ-вечеринки. Но с Сальваторе, видимо, в силу неуемного темперамента и этого мало. Он еще и часами зависает на сайтах знакомств. Нет, девушек в казарме достаточно. А вот чтобы пообщаться с транссексуалами, Парализе приходится создать отдельный аккаунт на специализированной площадке. В общем, жизнь служивого полна лишений и невзгод. А тут еще одна из многочисленных любовниц вдруг стала требовать, чтобы Сальваторе развелся и женился на ней. Ее зовут Людовика, и она полная противоположность Мелании. Блондинка с зелеными глазами и фигурой спортивного подростка. Тоже служит в армии, тоже воспитанница старшего капрала Парализе. С ним она мила, ласкова, и уставшая от претензий жены в обществе Людовики Сальваторе отдыхает. Все зашло настолько далеко, что Парализе был представлен родителям Людовики, и те воспринимают его как будущего зятя. Из чего бы? Конечно, 2 года отношений – это не случайный секс, но у Сальваторе бывало и дольше. С одной француженкой вон даже 4 года протянули, параллельно нечастым встречам с Меланией и частым со всеми остальными. Француженка, однако, ни на что не претендовала, а Людовика становится все настойчивее и требовательней, и ее все больше раздражает роль любовницы и нерешительность Сальваторе. А потом обо всем узнает Мелания. В январе 2011-го неверный муж прокололся на мелочи. По ошибке позвонил жене по телефону, предназначенному для связи с любовницей. Мелания узнала телефон Людовики, устроила скандал, угрожала, что ее отец, занимающий не последнюю должность в армии, уничтожит карьеру обоим. Потом к делу подключилась ее семья, объяснив непутевому зятю парой ласковых слов, что нехорошо разрушать крепкие браки и бросать недавно родившую женщину, а тем более поступать так с дочерью семьи, принявшей его как сына. В общем, Сальваторе прекрасно понимает, на что ему намекают, и что из этого угла без потерь ему не выбраться. Так что, как он клялся Людовике оставить Меланию, так же клянется Мелании оставить Людовику. Все участники верят, а он, естественно, не оставляет никого и продолжает всем врать. Да и не то чтобы Мелания узнала что-то новое. О том, что муж гуляет налево, она начала догадываться давно. Об этом знала вся ее семья, из-за этих измен они с Парализе постоянно ссорились. Но, несмотря на это, она категорически не хочет разводиться. Цель всех ее угроз – заставить неверного мужа вернуться в лоно семьи, заставить стать верным. Во-первых, Меланию, то есть Кармелу, так воспитывали. А во-вторых, похоже, она действительно любит. На руке носит, не снимая браслет с надписью «Сальваторе», на шее медальон с гравировкой «С тобой всегда будет новый день любви». А еще она пишет ему письма, в которых просит прощения за все плохое, что ему сделала, за всю боль, что причинила, и клянется в вечной любви. Причем пишет их уже после того, как обнаруживает существование Людовики. Любовница тоже не намерена легко отпускать добычу, она тоже пишет. Правда, не письма, а смски и совсем в другом тоне. Людовика не просит, она требует. Требует в ультимативной форме, чтобы Сальваторе наконец определился, развелся с Меланией и женился на ней. Да, Людовика понимает, развод в Италии дело не быстрое, но с этим она готова подождать. Главное, чтобы ее суженый немедленно собрал чемоданы, оставил жену с ребенком и наконец переехал к ней. Вот прямо сегодня,
Ее папа уже снял на время пасхальных каникул 2 номера люкс в шикарном отеле на побережье, один для себя с женой, другой для Людовики с Сальваторе. Католическая Пасха в 2011 году выпадала на 24 апреля. А в понедельник 18 апреля Мелания Реа пропала. Она была с мужем и дочерью на детской площадке в парке, отлучилась на минутку в бар, чтобы сходить там в туалет и принести оставшемуся с девочкой супругу кофе. И вот уже почти полчаса, как ее нет. Рассказывал, рыдая от отчаяния, Сальваторе Парализи работникам бара, в который отправилась Мелания, куда он прибежал ее разыскивать. Работники несколько озадачены, сеньора в бар не заходила. И к тому же они никак не возьмут в толк, почему после всего нескольких минут отсутствия жены мужчина в таком шоке. Почему он, несмотря на прохладный день, в шортах и футболке с коротким рукавом? И особенно, почему он повторяет: они убрали ее, они ее похитили. Они пытаются успокоить его, задавать вопросы, предлагать помощь. Но тот, оставив дочку баристе, скрывается в туалете, его рвет. С ним пытаются разговаривать через дверь, но он как будто не очень понимает, о чем с ним говорят. Не может даже ответить на вопрос, звонил ли он своей жене на сотовый. На свою дочь, сидящую на руках у чужих людей, он даже не смотрит. Хотя, казалось бы, если ты подозреваешь, что только что в этой местности похитили жену, в ребенка ты должен вцепиться всеми конечностями. Хозяйка бара делает с Парализи вместе пару кругов по окрестностям. Тщетно, женщины нигде не видно. Тогда ему предлагают позвонить в полицию, Парализи с трудом выдавливает согласие. Но тут же добавляет он: только разговаривать будете вы, я не могу. И снова исчезает в туалете с приступом рвоты. После этого несчастный муж наконец находит в себе силы поговорить с полицейским и, заикаясь и всхлипывая, повторяет ему ту же историю. Он качал дочку на качелях, жена пошла в бар и пропала, нет, она не была ни расстроена, ни зла, нет, они не ссорились. К бару приезжает друг семьи с женой, та берет на себя ребенка. Но девочка голодна, ее надо переодеть, и невозможная для полуторагодовалой Виктории ситуация, с собой у нее нет соски. У Парализи берут ключи от машины. Женщина уверена, что найдет там все необходимое, ведь у Мелании всегда с собой сумка с детскими принадлежностями. Это очень странно, но ни подгузников, ни смены одежды для малышки в машине нет. Вместо них в багажнике зачем-то лежит большой чемодан и одеяло. Странности на этом не заканчиваются. Сальваторе почему-то не звонит ни самой Мелании, ни ее друзьям, ни в больнице. Он вообще как-то не очень занят ее поисками. И от него с трудом удается добиться таких крайне важных данных, как, например, номер телефона Мелании. Тоже не без сложностей, но от него получают принадлежавшую пропавшей женщине вещь, чтобы дать понюхать разыскной собаке. Когда пес подключается к поискам, он даже носом не ведет в сторону игровой площадки, а направляется совсем в другую зону. И у Парализи тут же находится этому объяснение. Они с Меланией недавно были там, пару недель назад, на пикнике. Почему собака предпочла след многодневной давности свежему, вопрос, конечно, к собаке. А она заблудилась в окрестностях пикника и оттуда уже никуда не может вывести. Еще одна удивительная деталь поведения Парализи. Будучи почти невменяемым сразу же после исчезновения жены, с течением времени он все меньше нервничал. К вечеру несчастный муж успокоился настолько, что изложил, наконец, следователям свою версию происшедшего. В тот день он был в увольнении и планировал провести его с женой и дочкой. Они вместе сходили к педиатру, потом в супермаркет за покупками. Потом Мелания показалась своему врачу для контроля результатов операции по удалению паховой грыжи. Потом они поехали домой, а после обеда отправились прогуляться на природу. Там остановились на детской площадке, откуда Мелания отправилась в бар. Пошла по асфальтированной дороге, а не по короткой тропинке через лес, а затем пропала. Следователи опрашивают Парализи, но чем больше он рассказывает, тем больше становится неясностей. Получается, что маленький ребенок, которого весь день таскали по врачам и торговым центрам, и к которому уже к 4 часам предстояло пойти вместе с мамой и папой к их знакомым на крестины, после обеда отправился не спать, а на прогулку в горы. При этом Мелания не только потащила уставшего ребенка на холод, не захватив ему ни теплой одежды, ни бутылочки с водой, она и сама поехала туда без сумки, не взяв, хотя была заядлой курильщицей, ни сигарет, ни копейки денег. И каким образом она собиралась покупать мужу кофе в баре, если с его же слов никаких денег у нее с собой не было?
И откуда он мог знать, есть ли в карманах у Мелании какая-то мелочь или нет? В общем, вопросов к версии парализа становится все больше. А он, уже совершенно успокоившийся, начинает ходить от одного телешоу к другому, чтобы рассказать, как трепетно они с Меланией любили друг друга, какими прекрасными были их отношения, и как никаких, абсолютно никаких мотивов для того, чтобы сбежать, у такой счастливой женщины не было. При этом участие в поисках убитый горем муж не принимает и никаких попыток дозвониться до Мелании не делает. Зато он постоянно звонит Людовике, которой, впрочем, совершенно неинтересна история с пропажей жены. Она настаивает на том, чтобы Сальваторе немедленно все бросил и ехал с ней и ее родителями праздновать Пасху. В ответ Парализе продолжает мямлить и просить подождать еще немного, а главное настойчиво требовать, чтобы Людовика удалила с телефона и из Фейсбука всю их переписку. Неверный муж надеется, что ему удастся сохранить в тайне свои походы налево. Людовика недовольна. Она считает, что Сальваторе просто нашел новый повод, чтобы избежать встречи с ее родителями. Тогда Парализе выдвигает ей очередную версию. Мелания поняла, что он собирается разводиться, и нарочно сбежала, дабы испортить ему пасхальные каникулы и счастливую жизнь с любимой. Но вернемся к хронологии. Ночью после исчезновения в дом семейства Парализе приезжают родители и брат Мелании. Они тоже замечают, что в багажнике машины лежит большой чемодан. И Сальваторе, вернувшись домой, первым делом достает его и, не распаковывая, убирает. У них тоже возникает множество вопросов, на которые Сальваторе как попугай повторяет им всю ту же историю. И они тоже находят в этой истории много странностей. Виктория никогда не сидела по полчаса на качелях. Она имела обыкновение носиться от горки к горке, и провести полчаса на одном месте для нее было нереально. Как могло случиться, что Мелания выключила телефон во время прогулки? Это тоже не в ее характере, она из тех, кто всегда на связи. Поиски тем временем идут как положено, с одним, правда, нюансом. Убитый горем муж не только не принимает в них участие сам, он врет своим коллегам, которые готовы помогать прочесывать местность, что полиция это якобы запретила. Тем более, излагает он свою новую версию, никакой опасности нет. Мелания наверняка ушла сама, чтобы навредничать мужу, и скоро обязательно вернется. Как известно, в делах об исчезновении людей первым делом под подозрение попадают близкие. К Сальваторе Парализе как к военному доверия больше, но все же странностей в его поведении слишком много. То он пропадает с радаров, выйдя из дома с выключенным телефоном. То вместо поисков жены звонит любовнице, проводит часы в разговорах с ней и удалением их следов. То его телефон появляется в сети, покрывающей места, где ему абсолютно нечего делать, и непонятно, зачем он туда пришел и чем занимался. Когда на третий день после исчезновения Мелании полиция приходит осмотреть их дом, она обнаруживает там чемодан. Тот самый, о котором говорили друзья Парализе и его тесть. Чемодана большого настолько, что он занимал весь багажник машины, и настолько важного, что, едва вернувшись домой, уставший и отчаявшийся мужчина затащил его наверх. Так вот, в чемодан этот даже не заглядывают, просто спрашивают у хозяина, что в нем. «Одежда для путешествия», — отвечает он, закрыв тему. Когда через пару месяцев к вопросу чемодана вернутся уже совсем в других обстоятельствах, он бесследно исчезнет, и никто так и не узнает ни что в нем было, ни куда он пропал. Но опять-таки вернемся к хронологии. На третий день поисков 20 апреля в 14:40 в полиции раздается звонок. Случайный прохожий, гулявший в лесу, обнаружил труп. Это была Мелания. На опознание отправились брат женщины и друг семьи. Сам Парализе туда не явился, чем в очередной раз озадачил всех. После опознания начинается осмотр места происшествия. Мелания лежит на спине и смотрит в небо. На лице прядь окровавленных волос, вся шея в крови. На груди женщины множество ножевых ран, в область сердца воткнут шприц. Ее джинсы, колготки и трусики спущены до колен, на бедре вырезана свастика. Вся ювелирка на месте. Браслет с надписью «Сальваторе» и цепочка с гравировкой «Каждый день с тобой будет новым днем любви». Мобильные телефоны, снятые с пальца обручальное кольцо, валяются рядом, ясно указывая, что ограбления не было. Судя по результатам первичного осмотра, смерть наступила пару дней назад.
то есть сразу или почти сразу после исчезновения. Эксперты проводят детальный осмотр, собирают кровь и любые следы ДНК, которые могут найти. А Сальваторе Парализи вдруг вспоминает, что 2 недели назад им с Меланией приспичило, и они занимались сексом на открытом воздухе. Вот прямо вот на этом самом месте. Ну или почти. Так что если вы что-то найдете, так это с того раза. Новость потрясает буквально всех. В первую очередь ее оценили следователи. Ведь если новоиспеченный вдовец говорит правду, то получается, что, найдя на месте убийства следы ДНК Парализи, нужно будет устанавливать давность их появления с точностью до 2 недель, а это практически невозможно. Подруги Мелании недоумевают. Во-первых, она не из тех, кому нравится подобный антураж для занятий любовью. Во-вторых, в те дни в этом районе лежал снег, а в-третьих, Мелании только что прооперировали паховую грыжу. Вряд ли она согласилась бы на такой экстрим сразу после операции. Ну а Людовика просто в ярости. Сальваторе рассказывал ей, что жена давно уже не интересует его в постели. А впрочем, она быстро прощает неверного любовника, окрыленная новыми надеждами. Трудно поверить, но она действительно думает, что теперь-то только что овдовевший Парализи точно проведет пасхальные праздники с ней и ее родителями. И уже ничто не помешает им быть вместе. Людовика заходит в своих притязаниях настолько далеко, что в убийстве Мелании начинают подозревать ее. На свое счастье, в день происшествия девушка находилась в другом месте и в казарме под наблюдением, так что ее алиби посчитали несокрушимым. Подозрения с Людовики снимаются, но это не означает, что она не может помочь следствию. Их разговоры с Парализи продолжают прослушивать. Из них совершенно ясно, что отношения любовников вполне себе мотив. А еще бравые вояки нет-нет, да и проколются. То она ляпнет: «Я не сказала полиции о том, что произошло вечером перед исчезновением». То он заявит, что его не могут посадить, потому что он ничего не трогал. Да, именно не трогал. Он тут же осекается, оговаривается, то есть «я ничего не делал». Но слово не воробей, и, учитывая другие многочисленные странности, вдовец становится подозреваемым. Правда, пока только в головах подозревающих. Официально его пока еще даже не допрашивали, как не проводили обыски, не изымали одежду Мелании. Все это будет сделано с огромным опозданием, когда следы, если они и были, уже давно могли быть уничтожены. Только в июне мужчину наконец привлекают в качестве подозреваемого официально, и только после этого проводят осмотр его машины. В ней находят пятна крови, но она давно уже замыта, так что невозможно установить, кому она принадлежала. Словно недовольный таким невниманием к своей персоне, а может наоборот окрыленный отсутствием доказательств против себя, Парализи постоянно разговаривает с журналистами и шоуменами, выкладывая им все новые и новые подробности своей личной жизни. И, как будто этого недостаточно, он говорит еще и сам с собой. И при этом не находит ничего лучше, как делать это в оборудованной прослушками машине. Она точно дура. Точно дура. Я ей говорю: брось, и она мне мозг выносит. Надо ей устроить мне проблемы. Все против меня. Уже все поняли. Ты ей доверяешься, а она... Если это уже заговорила, что ты будешь делать? Пинок в грудь. Ничего, Сальваторе, ничего. Воспринимай это спокойно. Если она сказала про тебя что-то плохое, это ее проблемы. Или... На самом деле я сделал это? Но я же, в общем, хороший парень. Сейчас я должен посмотреть, что можно придумать. Сальваторе лучше сделать так. Так лучше хотя бы с точки зрения тюрьмы. Наконец, прокуратура дает разрешение на похороны Мелании. Парализи является на них с опозданием, отказывается выступить с прощальным словом, отказывается даже нести гроб, чем окончательно настраивает против себя и семью Мелании и всех присутствующих. В общем, всем становится понятно, что доверять рассказу Сальваторе о событиях дня не стоит, и следователи начинают раскручивать картинку по другим источникам. До момента отъезда семьи в парк все более-менее совпадает с версией Парализи, а вот с их прибытием туда есть вопросы. В это время на детской площадке парка и в ее окрестностях находились 37 человек. И ни один из них не видел там ни Меланию, ни Парализи. Так что возникает резонный вопрос, а были ли они там вообще?
Анализ перемещения телефона Мелании тоже показывает, на этой детской площадке в тот день она не появлялась, а была только в той зоне, где и нашли ее труп. Психологический портрет пары и свидетельские показания вразрез утверждением парализе говорят: Мелания давила на мужа, была им недовольна, что, конечно, объяснимо. Контролировала его, постоянно ругала и прилюдно оскорбляла, доведенная до бешенства его бесконечными изменами. Собственно, ввиду того, что доказательства были собраны из рук вон плохо, вначале этот психологический портрет чуть ли не единственное доказательство против парализи. Но потом появляются результаты экспертных исследований. Мелания умерла от потери крови. Никакого сексуального насилия в отношении нее не совершалось. Судя по состоянию мочевого пузыря, женщина сама сняла джинсы, чтобы сходить в туалет. Ее убили выкидным ножом. Как раз таким, которые по традиции дарят закончившие курс военной подготовки девушки своим инструкторам. Порезы в виде свастики были нанесены спустя несколько часов после смерти. Тогда же в грудь уже холодного трупа воткнули пустой шприц. Убийца возвращался к телу, видимо, надеясь направить следствие по ложному следу и заставить поверить в ритуальное убийство наркоманами. А самая главная находка на теле – единственный чужой след ДНК, который принадлежал парализе и был найден не где-нибудь, а у Мелании во рту. Защита парализе затеяла целую баталию о том, что этот след мог оказаться там задолго до убийства. Но эксперты непреклонны. Сохраниться во рту ДНК может только если попала туда незадолго перед смертью или уже после нее, иначе ее просто смоют слюной. В общем, следователи отказываются верить в романтическую версию последнего поцелуя и считают, что ДНК попала в рот Мелании, когда муж зажимал ей рот рукой. По их мнению, в тот день семья парализе Реа действительно собиралась на прогулку в парк на холме Сан-Марко. По дороге в машине они поссорились, парализе свернул в другую, пустынную в это время года местность. Пока уставшая дочка крепко спит, пристегнутая в детском кресле, родители выходят из машины. Мелания отходит, срывает с пальца обручальное кольцо, в ярости бросает его на землю. Потом снимает брюки, чтобы справить малую нужду. И тут со спины на нее с ножом набрасывается муж. Он пытается перерезать ей горло, ему это не удается. Мелания вырывается, но спущенные до колен брюки не дают ей убежать. Она падает. И он бьет и бьет ее ножом в грудь, пока женщина не затихает. Он возвращается к машине, переодевается в шорты и майку и уезжает, чтобы устроить в баре спектакль под названием «Я самый несчастный супруг на свете, у меня пропала жена». А она остается, медленно истекая кровью, скребя в агонии руками землю и вглядываясь гаснущими глазами в небо. Несмотря на то, что доказательств против парализе было немного, в его невиновность верили разве что его адвокаты, и то по долгу службы. Его возненавидели, его проклинали, ему угрожали. Таков был результат его самозабвенного вранья и трогательных сцен в телешоу. Относительно мотивов парализе не нашли общего языка даже законники. Прокуратура считала, что всему причиной было намерение избавиться от жены и зажить с любовницей. Суд первой инстанции посчитал, что мотив – это раптус сессуале, сексуальное бешенство. Апелляция в определении мотивов согласилась с прокуратурой. Парализе оказался зажат в тисках между двумя женщинами, и когда давление оказалось на пике, случилось короткое замыкание, и он не нашел ничего лучше, чем убить одну из них. Вставила свои 5 копеек и кассация, утвердив в качестве официального мотива взрыв гнева, произошедший во время ссоры. Несмотря на то, что парализе не признал свою вину, суд первой инстанции влепил ему пожизненное. Апелляция посчитала, что убийство не было подготовлено заранее, исключила это отягчающее обстоятельство и сократила срок до 30 лет. Адвокаты пошли дальше, и кассация, признав, что убийство не было совершено с особой жестокостью, отменила и это отягчающее вину обстоятельство. Не знаю, как 35 ударов ножом превратились из особой в нормальную жестокость, но факт остается фактом, и окончательный срок, назначенный парализе, снизился до 20 лет. Летом 2023-го ему был разрешен премиальный выход на несколько дней на свободу, и он тут же дал очередное интервью.
Разразился грандиозный скандал. Возможно, кому-то другому такое и сошло бы с рук, но Парализи, и раньше-то не вызывавший у людей ни симпатии, ни сочувствия, превзошел сам себя. Он не то что не раскаялся и не попросил прощения хотя бы за то, что изменял. Не проявляя ни грамма уважения ни к кому из участников этой истории, даже к Мелании, он практически хвастался своими подвигами и вел себя по-хамски не только по отношению к интервьюерше, но и к своим женщинам, судьям и следствию. Практически все, кто видели это выступление мачо, были глубоко возмущены его поведением. Реакция общественности на интервью была настолько бурной, что его убрали изо всех эфиров. Мне чудом удалось найти несколько раз переснятую копию. Премиальные выходы после этого интервью Парализи запретили, а в стране начали готовить законопроект о том, чтобы люди с приговорами за тяжелые преступления не могли участвовать ни в каких шоу. В общем, ничего хорошего своим выступлением Парализи не добился. Если до этого кто-то и относился к нему с сочувствием, как к запутавшемуся в своих бабах простаку, то после реплик вроде «Да вы знаете, сколько брехни я вываливал на Людовику?» И изменять, конечно, нехорошо, но Мелания сама виновата, его было не жалко уже никому, даже тем, кто сомневался в его виновности. Парализи уже может подавать прошение о досрочном освобождении, но пока остается в тюрьме, и общественное мнение настроено категорически против каких-либо сокращений сроков для бывшего старшего капрала. А пока он продолжает сидеть, а наблюдающие за этой историей недоумевают, почему две красивые женщины вложили столько сил в борьбу за такое сомнительное сокровище, журналисты выследили третью претендентку. В тюрьме Парализи навещает стройная, высокая и очень эффектная блондинка. Дочери Сальваторе Парализи Виктории сейчас 14. Она отказалась от фамилии отца и взяла фамилию матери. Однажды в Италии